Я хочу вам предложить пошив платья летнего по выкройке бурда. Мы оттуда берем только полочку и спинку. Если кто смотрел мое предыдущее видео, когда мы шили с юбки в пол платье, туда просто добавляли рукава, то вот эту вот выкройку я буду использовать и на нашем новом платье, только полочку и спинку. Ткань я взяла штапель китайский, называется саванна. Ну, достаточно будет метра, при ширине 1,50 м, 1,60 м, даже 1,30 м достаточно будет. Вот. А если вы возьмете еще вот такую вот ткань, то оно у вас будет абсолютно вечернее. Креп-де-шин такой. Шифон, креп-де-шин, без разницы. Кто не снимал еще из бурды выкройку реглан разлетайка, я вам расскажу, как это сделать. Выбрать свой размер нужно прежде всего. Вы это делаете следующим образом. Меряете обхват груди вот таким вот образом. По самым выпуклым точкам груди, например, 95, да? И потом уже в журнале, вот такая вот выкройка там будет, в журнале просто измеряете вот именно под мышками, самую нижнюю точку проймы берем, да, и вот меряем, чтобы мы проходили вот по этой ширине. То есть если у меня 95 сантиметров обхват груди, то мне понадобится 36 размер. Вот еще мы будем делать карман. Карман будет в шве. Ну, там единственное, что понадобится нам, это, ну, возможно, выкройку и не надо будет карманки. Просто вот такой формы можно будет сделать самому. То есть высоту я вам скажу. Я из простого хлопка сделала, потому что, ну, штапель, он все-таки немножко сыпучий. И чтобы не высыпалась наша карманка, да, потому что мы обметываем край вот этот вот. Вот, а обметка, она может высыпаться после стирки первой, второй. Вот. Самое длинное место у нас 26. Так, и самое широкое у нас будет... Так, 17. Ну, а уголки просто вот срежете. Ткань, если вы берете с натуральными волокнами, то лучше, конечно, ее замочить в теплой воде, эту ткань, пожать ее в водичке и оставить воду остывать. Когда вода остыла, вы прополоскали хорошо ткань, повесили сушиться. И когда она высохнет, просто разутюжили ее. И что вот сначала я бы вам посоветовала сделать, срежьте кромку. То есть кромка у нас красивая. Вот. Она нам потом понадобится. Вот 3 сантиметра ширина таких полосочек. Очень удобный край, вот уже обметанный. Знаете, вот для людей, которые не особо большой опыт имеют в пошиве одежды, это, ну, просто находка. Ну, будем обрабатывать пройму. Я наперед скажу, конечно, нас технологи покусают за это, потому что по технологии, ну, обработка другая должна быть. Но я уже просто пробовала, и на практике мне понравилось, как оно выглядит. Срезали мы кромочку 3 сантиметра, да? Вот у нас спинка. Мы ее кладем так, чтобы вот этот сгиб спинки был как раз на центре ширины. То есть получается, вот у меня ткань после отрезания кромки 66 сантиметров. 66 пополам 33, да? Вот.
Ну и пролинеиваем карандашиком такую линию. Почему карандашом? Он отстирывается и на лицевую сторону не будет видно. То есть видно, да, у нас лицо вовнутрь свернуто. Здесь срез, здесь сгиб. Вот, и обмеловываем. Точнее, будем карандашом. Вот здесь вот пунктиром. Сверху, знаете, желательно бы оставить побольше запас. Почему? Потому что у нас в горловину будет продеваться черный шнурок. Вот я оставила 5 сантиметров. Длина в готовом виде где-то у нас получится, ну, 90-95. Вот если мы взяли метр ткани, да, то у нас вот 95 получается с вот этой подгибкой горловины. Плюс внизу будет еще подгибка. Ну, и того 90 сантиметров длина платья, я думаю, будет нормально. Вот. Значит, обмеловали мы, да? Вот по пройме карандашиком провели до самого низа. Вот. И по сгибу тоже вот прорисовали карандашом. Дальше что мы делаем? Мы по вот этому карандашу берем верхний слой ткани и вот так вот сгибаем. Вот у нас теперь на новом месте будет сгиб ткани. И только потом можно будет вырезать. Или, знаете, сначала даже не будем резать полочку. Сразу, наверное, обмелим спинку. Таким вот образом складем. Так, берем. Видите, у нас рисунок здесь, вот звери, да? То есть ножками они у нас вниз, а головой вверх. Вот тут вот надо не перепутать. Так, дальше делаем. То же самое вот с полочкой. Кладем ее так, чтобы вот пройма возле проймы была. Вот пройма спинки, пройма полочки. Да, то же самое у нас горловина будет с припуском 5 сантиметров. По боковому шву у нас получается по 2 сантиметра припуск. Ну, 2-1,5, вот так вот где-то. По пройме не делаем вообще никакого припуска, потому что у нас будет она обрабатываться. Полосочка из ткани. Так, 5 сантиметров. Пройму подгибаем. Вот по этой линии будем резать пройму. Горловину. Не пройму, а горловину, я ошиблась. Вот. И пройму доводим вот как раз, ну, просто максимально вровень. И здесь тоже. Значит, по пройме припусков нет, по горловине 5 сантиметров, по боковому шву 1,5-2 сантиметра, подгибки низа, ну, там посмотрим. Вот, все, можно вырезать, можно сверху резать, можно снизу.
можно сметывать на примерку. Берем боковые швы. Вот один и второй. И сверху до низу метаем. Знаете, я бы вот сначала бы скалывала иголками вот по краям и где-то по центру, а потом бы сметывала. Вот у нас вот здесь иголочка, с другого боку иголочка. Потом так. Вот. А вот эту вот часть где-то вот на 0,5 подогнуть. Так вот. И заметать. Вот и сюда вот потом будем вдевать шнурочек. Вот мы делаем примерку. Такое вот у нас платье. Подгибку я буду делать максимально широкую. Вот. И карман мы пометим вот так вот, где-то вот на бедре рука у нас. Тут заколю иголочкой, чтобы на изнаночную сторону было видно. Вот. И вот видите, у нас вот здесь вот, ну, такая слабинка. Вот я бы боковой шов бы забрала. Вот таким вот образом. Вот. Ну и длину шнурка у каждого своя будет. Я вот ее попустила немножко, то есть вот по окружности головы мне было сильно высоко, я чуть отпустила. Ну, может быть, под конец изготовления платья я еще больше отпущу его. Посмотрим, насколько у нас поднимется пройма. Вот у нас платье после примерки. Мы его выворачиваем. Вот под мышкой у нас сколото. Образовываем новый боковой шов. Вот где-то от старой сметки 2,5 сантиметра. Вот. И сводим на нет до самого-самого низа. Так вот линеем наш новый боковой шов. Один и второй. Так, помечаем карман. У нас карман. Вот он у нас тоже кармашек. Вот мы пометили. На одном боковом шве и на другом боковом шве. Вход в карман мы делаем 13 сантиметров. Вот. Значит, вот эти вот две линии с одной и с другой стороны нужно сделать. Вот с одной стороны и с другой стороны. Это здесь, здесь. Угу. Дальше нам нужно срезать боковой шов. Лишнее, я имею в виду, срезать. Оставить по 2 сантиметра.
Дальше у нас мешковина, карманка входит в действие. Можно самим сделать, можно по бурде переснять. Ну вот у меня у самой это получилось 16 сантиметров ширина, высота 25-26 сантиметров. Вот, ну и срезать уголки. Вверху больше срезать, внизу просто закруглить, чтобы для руки было. Вот, дальше сделать рассечки 2 сантиметра сверху, 13 сантиметров вход в карман, делаем рассечку. Вот. И таким вот образом будем притачивать к спинке. Так, где у нас спинка? Угу. Вот у нас спинка. Вот это. Рассекаем. Так. Прикладываем к наметке входа в карман. Вот одну рассечку, другую рассечку. И на ширину рассечки делаем строчку. Вернее, даже можно, знаете, пришить ее полностью. Давайте пришьем ее полностью. Вот так вот. Лишнюю сметку мы уберем, если она нам будет мешать. Просто запоминаем, что у нас шов 2 сантиметра. Вот и до самого низа. Одну мешковину и другую. Вот горловина. Знаете, вот мне бы ее хотелось, поскольку наш шнурок тоненький, мне бы хотелось подгибку сделать потоньше. То есть она вот тут же останется, просто вот я подогну побольше, таким вот образом. Она у нас станет 2,5 сантиметра. Вот эстетичнее будет вот так вот. Тоже приколем сразу ее. Ну, кто приметает, кто приколит. Пристрачиваем нашу мешковину, карманку. Вот этот шовчик надо будет оверложить, обметать. Кто на оверлоке, кто на зигзаге, кто может быть вручную. Так, и у нас вот на уровне длины кармана обработаем еще противоположную сторону, вот на полочке, где у нас. Просто подогнем. Такой же длины, как сам карман.
не вход в карман, а сама вот карманка. Вот. Так вот у нас получилось. Ну, это вот все вы подчистите, да. Ниточки у нас соответствующего тона. В моем случае молочного. Дальше мы сострачиваем боковой шов до входа в карман. Вверху делаем закрепочку. Максимально отворачиваем нашу обработку кармана. Делаем закрепку на кармашке. Так. Ниже у нас идет еще одна пометка кармана. Вот с нее мы и начинаем. Два сантиметра шов. Убираем иглы и верложим наш боковой шов, обрабатываем его, обметываем так, чтобы вот он получился у нас. Сейчас я отверну. Смотрите, как он обработан у нас. Тут вот закрепочки, да. Боковой шов просто вот ведем между мешковины. Тут у нас просто вот подгибка сходит на нет. Видите? Но можно этого не трогать. В принципе, оно все равно не будет высыпаться. Там загиб хороший. С изнаночной стороны. Вот, ну и тут то же самое. Вот до сюда у нас. Вот вход в карман. Дальше мы мешковину приметываем. Так вот поворачиваем. Сначала вверху, внизу, потом уже по всей окружности.
Можно сделать лекало, вот, чтобы вам было удобно обстрачивать с лицевой стороны. Вы знаете, даже можно с изнаночной это делать. Давайте попробуем с изнаночной. Но я обычно с лицевой это делаю. Проэкспериментируем. Так, подсовываем под машинку так, чтобы карманка смотрела на нас. И вот где у нас, помните, рассечка была на мешковине, на карманке, где у нас она определяется как вход в карман. Вот начинаем строчить, упираемся прямо вот с бокового, где строчка бокового шва, вот с нее делаем закрепку. Вот. И 2 сантиметра по окружности просто пошли это делать. Дошли до бокового шва, сделали закрепку. В готовом виде все платье будет утюжиться, заодно и кармашек мы проутюжим. Вынимаем иглы. У кого сметка, тут сметку вынимает. Так, срезаем ниточки. Ну, по-моему, ничего получилось. Да? Приутюжиться еще лучше будет. Так, дальше мы обрабатываем нашу пройму. Берем срезанный кант, то есть кромку, и срезом к срезу, то есть не тот кромочный край сострачиваем, а противоположный, который срезан, срочим на 0,5. Так, боковой шов у нас ложится на полочку, значит, поворачиваем его на полочку, не растягивая. Скорее вот можно натянуть вот эту ленточку, пройму не натягивая. Как она ложится, пусть так и ложится. Строго край с краем. Вот. Так, дальше огибаем нашу пройму. Вот. И прострачиваем в тень шва. В тень шва, то есть строчки у нас видно не будет. Конечно, лучше сколоть или приметать. Вот так вот. В результате у нас кромочка, вот эта срезанная ленточка, она не дает утолщения на пройме. И аккуратно обрабатывается пройма с ней. Все, лишнее обрезали, со второй проймой то же самое сделали. Вот, и у нас красиво получилось. Вот. Дальше можно теперь
огибать нашу горловину. Обрабатываем нашу горловину строчку, делаем закрепку. И на 0,1-0,2 сантиметра от подгибки по спинке и по полочке. Видите, я приутюжила его, потому что так удобнее просто в процессе. Протягиваем шнур. Подгибку низа платья, ну, я не буду показывать, как это делать, потому что, ну, просто подметать и прострочить. Вот у меня она очень большая получилась, потому что платье хочется покороче, а обрезать жалко. Вот такая вот подгибка. Все, платье готово. Осталось продеть шнурок.